Антарктида это не просто ледяной континент, а одно из самых таинственных и неприветливых мест на Земле, которое на протяжении веков привлекало внимание ученых, исследователей и поисковиков приключений. С момента его открытия человечество было заворожено этим холодным пространством, где каждый кубический метр льда может скрывать невероятные тайны. Анализируя этот необычный континент, мы окунемся в мир удивительных находок, начиная с древнего и загадочного скелета, найденного в ледяных пещерах, и заканчивая историями о советском полярнике Иванове, который встретил уникальные существа, о которых мы можем только мечтать. Это путешествие откроет перед вами завесу неведомого, где мифы и реальность переплетаются, а каждое открытие может кардинально изменить наше восприятие о природе нашей планеты и самого себя. Расширяя границы знаний, мы рассмотрим не только то, что видно на поверхности льда, но и то, какие слои времени сокрыты под ним, от древних климатических циклов до возможных следов жизни в самых суровых условиях. В каждом новом открытии звучит пауза между осторожной проверкой фактов и смелой фантазией. И именно эта дуальность делает Антарктиду одним из самых плодородных для научного воображения мест на планете. Исследования Антарктиды стали важной частью научной деятельности, ведь этот континент не только является наименее заселенным, но и хранит множество секретов. От пейзажей, скованных льдом, до глубоких ледяных щелей, Антарктида предлагает ученым уникальную площадку для изучения разнообразных аспектов, таких как изменение климата, экология и даже возможности существования жизни в экстремальных условиях. Но в этом замороженном царстве не раз происходили невероятные открытия, включая находку величественного черепа неизвестного существа. Это открытие стало настоящей сенсацией, вызвавшей глубокий интерес как среди ученых, так и среди любителей тайн, стремящихся понять, каким образом такое существо могло выжить в условиях Антарктиды. Дебаты о возрасте данного черепа стали настоящей темой для обсуждений. Некоторые ученые утверждают, что ему не более 1000 лет, в то время как другие склоняются к мнению о том, что это существо могло вымереть сравнительно недавно. Этот разнобой мнений ставит перед исследователями важные вопросы о том, какие другие загадки могут оставаться скрытыми под многолетним слоем снега и льда, в то время как наука продолжает искать способы разгадки этих тайн. Расширение исследований привело к внедрению новых лифтовых систем к исследовательским станциям, увеличению числа ледниковых дрейфов и разработке сложных климатических моделей, что позволяет ученым видеть гораздо глубже во временную карту планеты. Более того, современные технологии позволяют захватывать ультрафиолетовые минералы и микроорганизмы, сохранившиеся в кристаллах, что добавляет новые слои понимания в эволюции жизни и климатических процессов на континенте. Советский полярник Иванов – одной из самых интересных фигур в истории исследований Антарктиды является советский полярник Иванов. Его жизнь впечатляла эксцентричностью, а его достижения – смелостью. Иванов, светоч научного поиска, отправился в погоню за знаниями, которые позволили ему погрузиться в неизведанные области этого сурового континента. Во время своих исследований ледяных кристаллов он наткнулся на подземные пещеры, где произошло невероятное событие. Он встретил существ, описываемых как обладающие прозрачными металлическими телами, которые излучали белый свет и энергию. Эти необычные создания стали для него проводниками в мир знаний, недоступных для большинства людей. Они делились с Ивановым удивительными сведениями о межзвездных путешествиях и высоких технологиях, которые могли бы изменить представление человечества о мироздании. Как бы удивительным ни казался его опыт,
встреча с существами способствовала серьезным изменениям в его мировосприятии. Однако, как часто бывает, его уникальные открытия встретили неприязнь со стороны официальных кругов, которые отвергли его рассказ о встречах как выдумку. Это обстоятельство крушило мечты Иванова и оставляло его в полной изоляции. Но вскоре его признание дошло до общества лишь в последние годы его жизни, привнося настоящую драму в эту захватывающую историю. В дневниках Иванова, найденных посмертно, можно встретить описание странных эффектов от контактов с энергетическими сущностями, устойчивый ровный пульс, ощущение временной деформации и неожиданные всплески эстетического восприятия мира. Эти записи позволили биографиям исследователя превратиться в легенду о человеке, который не боялся утверждать необычное, даже если общество не было готово его принимать. Позднее критика сменила тон на уважение к его упорству. Его заметки стали источником вдохновения для новых экспедиций и междисциплинарных проектов, которые пересматривают границы того, что допустимо в научном повествовании. Загадочный скелет. В последнее время мир стал свидетелем поразительно загадочной находки – скелета неизвестного существа, найденного в Антарктиде, который вызвал настоящий фурор в интернете. Эта находка подготовила почву для множества дискуссий и предположений. Фотографии этого скелета распространились быстро, а его авторы уверяли, что это останки неизвестного динозавра, существовавшего в те давние времена, когда на планете процветали разнообразные формы жизни. Ученые столкнулись с этой находкой и признались в своих затруднениях. Провести идентификацию данного вида оказалось очень трудно. Некоторые исследователи допускают, что это может быть действительно новый вид, который находился на грани вымирания, тогда как другие не исключают возможность того, что перед нами свидетельство инопланетной жизни. Этот спор вызывает множество вопросов и заставляет задуматься о том, сколько знаний о жизни на Земле было утеряно или до сих пор скрыто в ледяных глубинах. Мы снова возвращаемся к тому, что наше понимание мира может быть значимо изменено в свете новых находок. И стоит ли нам ожидать, что когда-нибудь мы сможем открыть тайны, находящиеся за пределами нашего восприятия? Расширенная аналитика породила новые методики датирования, включая комплексное сочетание радиометрических и изотопных подходов, а также сравнение останков с современными палеонтологическими коллекциями по всему миру. В результате исследователи теперь рассматривают целый ряд сценариев, от редкого земного ксенотипа до давно исчезнувшей ветви жизни, существовавшей в иных условиях климатической истории планеты. Гигантское лицо на снегу. Важной находкой, которая оставила многих в недоумении, стало гигантское лицо, найденное на снегу и описанное одним из журналистов. Это открытие потрясло умы. Размер объекта был непередаваем и соотносился с 10 футбольными полями. Чудо привлекло внимание множества исследователей, которые, исполненные энтузиазма, отправились на место, однако, спонсируемые исследованиями, они столкнулись с отсутствием новой информации о находке. Эта неопределенность только усилила интерес общественности и создала бурные свидетельства о возможностях существования легендарных гигантов, а также породила невообразимые теории относительно внеземной жизни. Существует предположение, что это может быть свидетельством древних цивилизаций, о которых мы в настоящий момент не имеем никакого представления. Здесь открывается новая грань человеческого любопытства, исследования и поиска больше, чем просто существование, а понимание того, что нас окружает и поддерживает, и как эти внеземные формы могли повлиять на наше сознание и культуру на протяжении веков. Эта находка открывает новые горизонты для дальнейших поисков и воспринимается как вызов
для каждого из нас. Расширение обсуждений породило новые версии, от гигантских каменных лиц и стилизованных природных рельефов до гипотез о древних мегалитических сооружениях, что заставляет ученых осознать, насколько многообразен может быть путь человеческого воображения в интерпретациях забытой истории планеты. Яйца морской ящерицы. Другая запоминающаяся находка касается необычных яиц морской ящерицы, найденных в Антарктиде. И их размеры весьма впечатляющие, похожи на футбольный мяч. Изучая эти удивительные артефакты, ученые смогли разработать оценки их возраста, определив, что им около 68 миллионов лет. Этот факт вызывает дополнительные размышления о жизни на Земле, когда господствовали динозавры. Ученые предполагают, что эти яйца могли принадлежать морской ящерице длиной до 17 метров, то есть это существо было крупнее многих современных морских животных. Однако интерес к находке подогревается другим важным вопросом. Даже с современными научными методами и техниками остается неопределенным, почему нет других доказательств существования таких чудовищ этого размера. Проблема заключается в том, что даже в столь давние исторические эпохи, как Кайнозойская, централизованно не найдено никаких следов их присутствия. Эта загадка ведет исследователей к разным гипотезам о моментах своего существования на Земле, и вопросы о том, сколько еще тайн скрыто под льдами, все чаще становятся актуальными. Дополнительная теоретическая проработка рассматривает сценарии, где такие существа могли обладать уникальными приспособлениями к жизни в холодной воде, например, особой структурой панциря и биолюминесцентной защитой, что могло бы объяснить отсутствие прямых следов в ископаемом слое. Новый объект в Антарктиде. Несомненно, одна из самых захватывающих находок последних лет – это новый объект в Антарктиде, который резко выделяется среди ледяного пейзажа этого сурового континента. Ученые, обнаружившие загадочный объект, выдвинули гипотезы о том, что он может быть как искусственным построением, относящимся к давно исчезнувшей цивилизации, так и необычным геологическим образованием. Возникает вопрос – что именно открыло нам это открытие? Почему так велика значимость этого объекта? Google, осознавая возможность сенсации, решил отгородить центральную часть Антарктиды в связи с этим открытием. И это действие вызвало ажиотаж и заметный интерес как у ученых, так и у любителей загадок. Новые обсуждения и теории заговора распускаются в сети, вызывая интересный дискурс о том, возможно ли наличие внеземных цивилизаций, когда-либо существовавших на нашей планете, и как тот объект мог повлиять на наше понимание об истории Земли и нашем месте в космосе. Расширение интернет-пространства и СМИ привели к появлению множества версий, от стильного архитектурного объекта до природной аномалии, каждая из которых подталкивает исследователей к более глубокому анализу геофизических и геохимических параметров региона. В дополнение, наблюдение спутниковых систем и научного оборудования стимулируют новые кампании по исследованию этой загадки, что приводит к появлению новых данных и вопросов. Антарктида остается не только холодным континентом, но и одним из самых загадочных, таинственных мест на Земле. Она по-прежнему таит в себе сокровища знаний, интересных находок и неразгаданных тайн, готовых к открытию. Этот ледяной континент поднимает множество вопросов о прошлом нашей планеты и будущих перспективах человеческого существования. Будь то неразгаданные останки древних существ или невероятные встречи с существами, чьи интеллекты и технологии превосходят наши собственные, Антарктика приглашает нас на научные исследования и открытия. Наверное, лишь время покажет,
Однако каждая новая находка близит нас к раскрытию бесконечных возможностей, которые могут значительно изменить наше представление о природе и о самом себе. Расширяя границы знаний, мы учимся видеть мир глубже, не только как набор фактов, но и как история, которая формирует наш взгляд на будущее. В мире, где каждый слой льда может хранить послание прошлого, наша ответственность – исследовать с уважением к времени и к жизни, которая живет под поверхностью, и продолжать поиск ответов на вопросы, которые все еще остаются без ответа.